Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто вас избавит от одиночества? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ваша жизнь вам постоянно подкидывает разные шансы. Вы не всегда замечаете, не всегда пользуетесь теми шансами. Возможно, вы их замечаете, но не всегда сразу. Это и финансовые возможности, это вообще какие-то ситуации, когда вы из любой, казалось бы, из такой трэшевой ситуации можете выйти победителем. Да? Как будто любимчик фортуны. По деньгам я у вас не вижу особых проблем. Вы человек, который довольно много знаете в этой жизни, довольно опытный. У вас многому можно научиться. Вы деньги, в принципе, с легкостью умеете зарабатывать, но не всегда, знаете, есть такой азарт зарабатывать. Есть такая небольшая периодически ленца. Но эта ленца у вас уже от переизбытка какого-то, такого внутреннего напряжения. Вы уже, знаете, иногда устаете зарабатывать. У вас просто знаете, называют эмоциональное выгорание. У вас такое состояние, когда хочется просто отключить все гаджеты, куда-то умчаться, когда хочется просто отдохнуть от этой суеты, от всего такого, что может вас напрягать по жизни. Вы человек, который, вы не то, что даже богатый жизненный опыт несете, вы можете, фору дать многим людям, которые прошли Кримерим тоже. Но вы настолько человек, который не даст себе упасть. Вы не будете пессимистом, вы не будете сидеть, пускать, грубо говоря, слюни и сопли, раскисать, да, потому что даже среди мужчин бывают такие, которые, все, проблема появилась, или как в анекдоте, да, мужчина заболел, там температура 37, все, уже умирает. Нет, это не про вас абсолютно. Вы человек, который, знаете, который, казалось бы, много чего прошел, но жизнь вас не сломила. Это то, что я говорю, вы как будто любимчик фортуны, да, какие бы испытания вам жизнь не посылала, вы все равно выходите сухим из воды. Это могут быть разные даже истории, я не знаю, к примеру, когда конца 90-х, так скажем, да, когда вы, может быть, там уже в последний момент вырывались живым, так скажем, да, какие-то рискованные авантюры, из которых вы вырывались и выходили сухими из воды. То есть разные лапы смерти уже были близко, возможно, да, возле вас. Но вы и отсюда вырывались. То есть такие довольно напряженные моменты в вашей жизни были, но оно абсолютно вас ничего не сломило. И знаете, я вам хочу сказать, что характер у вас, конечно же, закалился только так. Закалился до такой степени, что вас, наверное, уже ничем не удивишь в этой жизни. Вас ничем невозможно взять. В женщинах вы точно так все видите, вы видите продуманных женщин, вы читаете уже просто на раз-два любую женщину, поэтому вам сейчас довольно сложно устроить свою личную жизнь. Я не вижу, абсолютно у нас не выпала женщина, потому что вы не видите в своем окружении достойную женщину. Просто потому, что вы их видите насквозь. Кто чем дышит, да, кто что хочет. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Плюс у вас еще, я скажу, довольно такой не очень простой характер.
Может быть вспыльчивый, может быть какой-то, ну, такой конфликтный. Вы можете быть вспыльчивый, но отходчивый. Вы можете быть, знаете, еще это может проигрываться такой вот переменчивый характер. Обычно часто это бывает у тех, кто по гороскопу знака Близнецы. Это такой, знаете, довольно двоякий знак. Сейчас тебе хорошо, через 5 минут тебе плохо. Сейчас ты в настроении, через 5 минут все, ты рвешь и мечешь, ты готов всех прибить. То есть такие вот эмоциональные качели тоже у вас могут присутствовать. Давайте еще разбираться, что же у вас в жизни происходит. Но, знаете, мне все-таки нравится, что жизнь вас как ни била, она не сломила, и все-таки вы больше вот настроены на позитив. Вот если у нас, вот если вы заметили, да, вот в разных раскладах бывает довольно часто выпадает, что вот такие пессимистические настрои, депрессия, да, то здесь вот как бы жизнь не била, все равно вот у вас настрой на будущее, настрой на позитив, но, конечно, с периодическими нотками ностальгии. Вот ностальгия иногда вас тоже посещает, без этого никуда. У вас есть, знаете, надежные, верные друзья. Я не скажу, что их много. Это может быть один-два, но они очень и очень надежные. Вы человек, который, смотрите, вот вам будет подарок судьбы, у вас новая любовь появится. Мы сейчас будем смотреть, что это за любовь. Причем, смотрите, у вас по деньгам идет еще больше, и плюс обогащение еще больше идет, поэтому, ребята, у кого сейчас, может быть, так, есть какая-то небольшая нехватка денег, да даже если и достаточно, то у вас еще будет какая-то прибыль, вы станете... Но еще как-то увереннее финансово себя чувствовать. Может быть, даже кто-то купит себе вот именно какую-то такую довольно дорогостоящую покупку. Может быть, кто-то машины, квартиры там хочет купить, ну что-то такое дорогое. Либо же вложить куда-то деньги, да. И у вас, смотрите, у вас как награда за все ваши испытания идет новая любовь. Вот новая любовь и как раз идет вместе со стабильностью. Вот финансовая стабильность и любовь как-то вот, ну, чуть ли не в один период у вас приходят. Давайте разбираться, что же это за новая любовь, кто же вас избавит от одиночества. Ух ты, смотрите, это женщина, которая, в принципе, тоже она при деньгах. Она умеет зарабатывать, она денежку имеет и умеет зарабатывать. Смотрите, она моложе вас, она такая в чем-то даже романтичная, она такая, ну, степенная, абсолютно не такая, что вот, знаете, фигара тут, фигара там, не зажигалка, она не будет мчать куда-то. Она скорее, может быть, даже в чем-то домоседка. Она, ну, не тусовщица, это однозначно. Она больше, знаете, на какое-то спокойствие вот в своей жизни рассчитывает. Ей очень хочется вот именно стабильности и покоя. Вот покой, так знаете, уравновешенность, вот это именно ее такая основная черта. Она вот живет сегодняшним днем очень не спеша. Она, конечно же, тоже любит комфорт, она себе позволяет комфорт, потому что, в принципе, она довольно неплохо зарабатывает. У нее финансы есть. Это женщина, которая сделала себя сама. Даже если вот у нее есть бизнес какой-то, да, вот то, чего она добилась, да даже если и не бизнес, вот если она до какой-то должности доросла, даже если это высокая какая-то, может быть, начальница она какая-то, она этого добилась сама, абсолютно без блата какого-то. Она, знаете, вот женщина, которая и имеет деньги, умеет ими распоряжаться. Это довольно такая важная черта. Потому что вы знаете, что довольно часто вот женщины любят, ну, транжирить деньги. Но, если честно, этим, наверное, большинство женщин страдает. Знаете, как пошла в магазин за хлебушком и купила 2 сумки продуктов. Ну, в таком плане. Только женщины не только продукты покупают, а всякие вот эти вот безделушки, да, вот увидела, ой, захотелось платьишко, помаду захотелось, либо еще чего-то. Поэтому
Она, в принципе, она не ищет абсолютно себе богатенького Буратино. Нет. У нее деньги есть, поэтому ей нужна вот стабильность. Ей нужен покой, стабильные отношения. Она какой-то период даже, кстати, не вступала вообще в отношения. Вот как-то ей было комфортно даже одной. Вот было комфортно одной, но тем не менее вот была надежда. Надежда, что появится вот тот единственный неповторимый. Посмотрите, здесь падает даже семейная карта. Вот некоторые из вас пишут, да, что вот повторяется, да. Но опять же, ребят, ну я ничего не сделала. Вы сами видите, что семейная карта. Вот из расклада в расклад, да, это же не мои выдумки. Вы сами видите, что женщина ориентирована на семью, на семейные отношения. Просто она не заморачивалась, она ни на кого не вешалась. Она никого не атаковала, да. Вот она жила, как жила, вот степенно, пока вот она повстречает вас. Ну, давайте сейчас так одним глазком посмотрим, да, немножко поинтригую вас, ну, приблизительно, где вы с ней, может быть, пересечетесь, да. Давайте-ка посмотрим, с чем это будет связано. Во-первых, когда вы с ней познакомитесь, вы будете как-то то ли без настроения вообще, вот знаете, как будто, ну вообще будете, вот знаете, идете там, допустим, по улице, сам себе на уме вообще, даже не до каких до женщин, голова занята другим. Вот какая-то будет такая ситуация, что будет какое-то состояние, знаете, вот одиночество, наоборот, вот хочется какого-то покоя, никаких женщин, да. Здесь будет знакомство абсолютно такое неожиданное. Неожиданное, причем, вот знаете, это ситуация, которая в чем-то вот выбьет вас даже из колеи. Вот она выбьет из колеи вас, потому что вы уже в какой-то период, вы привыкнете вот жить один, да, вы начнете понимать, что это вот хорошо, комфортно одному, да, вы на тот момент будете даже в чем-то вот кайфовать от того, что никто не выносит мозг. А тут появится эта женщина, это будет знакомство, еще раз говорю, я не буду говорить, где это в автобусе, в троллейбусе, да, пусть это будет маленькая интрига, но просто озвучила вам, что вы будете в тот момент абсолютно как-то то ли без настроения, то ли это будет какая-то проблема у вас нерешенная, что голова будет занята совершенно другим. И здесь на тебе как снег на голову, вот эта женщина появляется, вот эта женщина, которая, знаете, вот она появится в вашей жизни, это будет еще один вот ваш судьбоносный такой шанс. Это будет шанс на то, чтобы вы, вот посмотрите, вы превращаетесь сразу в короля кубков. Чтобы вы перестали грустить. Это ваша такая вот реально таблетка от одиночества. Это женщина, которая войдет в вашу жизнь, но которая, знаете, вот она настолько вот как-то мягко, плавно войдет в вашу жизнь, ненавязчиво, так скажем, да, вы посмотрите, какой тандем, король и королева кубков, это потрясающий тандем, это реально такая пара, ну, чуть ли не судьбоносная пара. Вот что бы вы ни говорили, да, вот одно и то же, не одно и то же, да, но вы сами видите, что это выпадает в раскладах, поэтому я озвучиваю вам. Это женщина, которая, знаете, вот она даже с вами, вот она с вами станет еще какой-то более мягкой, еще более такой, ну, добрячкой, что ли, да. Она, в принципе, и раньше была такая неплохая. Но с вами вот как-то вы, знаете, вот у вас будет взаимный такой вот тандем, что вы будете влиять друг на друга. Вот какое-то спокойствие войдет в вашу жизнь, да. Вот эта женщина привнесет в вашу жизнь больше эмоций, больше таких вот, знаете, смотрите, даже выпадает конец ваших страданий. Вот эта женщина привнесет в вашу жизнь конец страданий. Вы прекратите вот эти все свои мысли обдумывать, да, негативные. Вы прекратите думать о прошлом, да, вот у кого еще там бывшая, допустим, в голове сидела. Вы прекратите самобичеванием заниматься. То есть она поменяет вашу жизнь на 180 градусов.
Я не могу сказать, что это женщина, которая станет вашей, ну я не знаю, это не станет ваш прям центр вселенной. Вы будете поначалу очень осторожно входить в эти отношения. Да, это будет неожиданное знакомство, но сначала вы будете осторожничать. Вот в очередной раз вы будете осторожничать, но потом это станет ваша реально большая новая любовь. Эта женщина, смотрите, она в принципе сама побаиваться будет. Вот у вас какой-то такой тандем будет, да? С одной стороны, вы будете симпатичны друг другу, да, вот поначалу я имею в виду. С другой стороны, вот какие-то страхи, опасения обжечься. Как недавно кто-то из вас мне написал, да, а что же тогда это будет, если мы оба встретимся, да, вот мужчина и женщина, и оба будем опасаться, оба будем бояться. Так вот, я вам объясняю, что если такие люди встречаются с израненной душой, у которых такой негативный опыт был за плечами, то обычно такие женщины и мужчины, они просто очень постепенно, очень осторожно сближаются. Они не будут прыгать сразу в постель, они не будут наглеть в каких-то делах, да? Они будут встречаться, общаться, да? Но они будут присматриваться. Вот я вам объяснила эту ситуацию, да, вот когда два израненных таких одиночества встречаются. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Конечно же, вы будете и на поступки смотреть, вы будете смотреть на разные моменты, как она говорит, что, как она о других отзывается, да. Потому что именно в разговоре мы понимаем, чем человек дышит, на что человек настроен. А эта женщина настроена именно на серьезные отношения. Поэтому вы это поймете, но поймете не сразу, потому что страхи, ну, это большая сила. От страха вы никуда не денетесь. Страхи это, ну, это подсознание наше. Поэтому здесь такие моменты, когда вот вы будете присматриваться, но в принципе, смотрите, вы для себя внутренне поймете, что да, вы хотите быть с этой женщиной. Вот вы примете это решение, что она вам очень нравится, что вы попробуете с ней отношения, да, вот она вас покорила, то ли внешностью, да, кого-то фигурой, кого-то общением и так далее. То есть у всех это будет по-разному. Но тем не менее, вы будете шаг за шагом очень-очень так осторожно сближаться, очень осторожно будете входить в эти отношения. Пусть вас абсолютно не пугают новые женщины, я не перестаю это повторять довольно часто в своих видео, что если вас один раз женщина предала, это не значит, что все женщины плохие. Это нужно понять, именно вот, ну, головой понять, да, вот по-другому я это не назову. Если вы уясните это, что все разные, это не значит, что все женщины будут повторять ту же вашу ситуацию, точно так предавать, точно так же делать больно, да. Это абсолютно не значит. Это всего лишь ваши страхи и ваш негативный опыт, от которого нужно, ну, как можно скорее избавляться, потому что жизнь проходит очень быстро, а вы в страхах, в сомнениях, в опасениях. Ну, вы теряете, кто-то, может быть, даже лучшие годы теряет, особенно если по молодости разрыв произошел, да. Очень многие мужчины, точно так как и женщины, любят себя накручивать сверх меры. Вот казалось бы, да, вы сильные мужчины, но все равно вы себя накручиваете. Вы себя накручиваете порой больше, чем даже женщины. Посмотрите, это судьбоносная дама, это судьбоносная. Она реально будет человеком, который вам, ну, свыше предначертан. Просто свыше. Причем скажу, что она нравится и другим мужчинам. Вот у нее особо будет какой-то такой то ли поклонник это, да, вот назовем его так. Мужчина, который будет ей симпатизировать, но вы не допустите этого, и она не пойдет нигде, ни с кем, потому что она выбрала вас. Как бы этот вот мужчина не симпатизировал, нет, вот она выбрала любовь, она выбрала вас. Поэтому даже если вы включите свою ревность, да, ну, это будет беспочвенная ревность абсолютно. Это женщина, которая, ну, она живет по совести, и она требует такой же честности и совести от других людей. Поэтому вот этот вот ваш такой
ну, несостоявшийся будущий соперник, пусть он вас особо не напрягает, если увидите какие-то там знаки внимания вот в этой вашей новой женщине. Пусть это вас абсолютно не пугает, она никуда не поведется, да вы и сами, вы станете на дыбы, вы никакого мужчину к ней не подпустите никогда. Ну, по той простой причине, что вы мужчина, а все мужчины собственники, да, вот мужчины становятся на защиту своей женщины и никогда никому никого не отдадут. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!